друзья, мы дошли до подреза. Находимся в начале вязания, где у нас голубая маркировка. И здесь мы отделяем петли рукава. Когда мы отделяем петли рукава, вот эти петли регланной линии, это которые у нас по 2 петли переда и по 9 петель на спинке. Эти петли мы добавляем в тело кофточки. Отделяем петли рукава. Добавим 10 петель для подреза. Вы знаете, я подрез всегда вяжу без шва. Для этого отдельную спицу набирается простым путем 10 петель. Продолжим вязать. Продолжим вязать петли спинки. Теперь начало нашего вязания будет вот отсюда. С этой маркировки теперь всегда у нас будет начало нового ряда. Мы должны вязать нечетный ряд вязания. И при этом мы здесь вяжем сейчас узор. И мы с вами отделяем петли и на правой стороне. Вот, друзья, мы оформили подрез и на правой стороне. Теперь вязание пойдет по кругу. Мы вяжем тело кофточки. По переду продолжим оформлять узор. Друзья, теперь нам пора связать наши рукава. Правый рукава я связала без ваз. И теперь буду показать вам, как мы будем поднимать петли для рукава с подреза. Вы помните, для подреза мы здесь добавили 10 петель. Когда мы поднимаем петли рукава, здесь получается 1 петлю больше, и мы поднимем здесь 11 петель. Когда вы так посмотрите, вот здесь вот видно головки петли. Эти головки мы поднимаем и будем провязывать с рабочей нитью. Шесть петель будет на спинную часть рукава, а 5 петель будет на переднюю часть рукава. Отделяем. И здесь мы подкрепляем нить и начинаем вязать. А здесь петли рукава мы будем освобождать от нити и перевести на спицу. И здесь, друзья, будет большое расстояние, если продолжить вязание. Поэтому мы здесь еще добавим 1 петлю. Провяжем скрещенная, лицевая. И здесь у нас будет нормально. И здесь на 1 петельке оставим такую маркировочку. Здесь тоже до петли подреза поднимем 1 петлю. И здесь поставим маркировку, чтобы нам указывал нижнюю линию рукава. На этой стороне тоже есть такая маркировка.
чтобы в любом случае вы могли посчитать наши ряды петли. Теперь вязание у нас пойдет по кругу. Для сужения рукава мы будем сократить по 2 петли на каждом 5-м ряду. Отсюда посчитаем, 4 раза мы круг делали, и на 5-м кругу мы сократим и на этой стороне 1 петлю, и на этой стороне 1 петлю. Это вы знаете, мы вяжем 2 петли вместе, с этим сократим 1 петлю. Таким образом, друзья, вы будете вязать рукава сами самостоятельно, аккуратно будете сокращать петли в нужном месте, и мы с вами увидимся, когда начнем узор. Вот, друзья, мы дошли до 12 сокращения на рукаве. На этом ряду мы начинаем вязать узор. Сейчас у нас на спицах 73 петли. И на этих 73 петли распределяем на узор. Здесь узор состоит из малого узора и из среднего узора. И они вот так чередуются. И между узорами у нас имеются промежуточные изнаночные петли. Получается малый узор 6 раппорта и средний узор 5 раппорта. И здесь еще в начале по нижнему краю получается половина среднего узора. Здесь до начала узора остается 4 петли. Еще один такой важный нюанс я вам скажу, друзья. Вот этот узор стягивает полотно. Поэтому, чтобы получилась ширина лицевой гладь и узора одинаково, мы должны здесь добавлять петли. Мы добавим 12 петель в промежутке узоров. Промежуток у нас состоит из 12, и на эти 12 промежутков мы добавим по 1 изнаночную петлю. Начинаем узор. 2 петли здесь, и здесь 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, и здесь мы добавим 1 изнаночную петлю. Для этого поднимаем накид с прошлого ряда, и это мы провяжем изнаночной петлей скрещенной вот за левой стенки. И 2 изнаночная петля. Теперь мы начинаем малый узор. Для этого 3-ю петлю сделаем протяжку, лицевая, накид, лицевая. Опять добавим изнаночную петлю. Точно так же, как первый раз. Следующая будет опять 2 изнаночная петля. Теперь начинаем средний узор. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Тогда вот эта лицевая петля у нас должна вязаться скрещенной. 3 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого 2-ю лицевую петлю так перепоставим, чтобы когда мы вязали вместе, вот эта 2-я лицевая петля должна вязаться скрещенной. Накид. Вот мы закончили средний узор. Теперь поднимаем опять накид и провяжем изнаночной скрещенной петлей. 2-я изнаночная петля. Теперь начинаем малый узор. Добавим петлю изнаночную. Следующая изнаночная петля. Средний узор.
добавим изнаночную петлю. Изнаночная петля. Вяжем малый узор. И вот остается у нас 4 петли в конце. Накид, 2 петли вместе влево и 2 изнаночные. Теперь мы вяжем по узору. Схему вы знаете. И в обязательном порядке, друзья, на каждом 5-м ряду украшаете по 2 петли по нижнему краю рукава, чтобы сужить рукава. Друзья, вы вяжете узор сами самостоятельно на рукаве. И мы с вами увидимся, когда мы закончим наш узор и будем начинать манжетку. И здесь я вам тоже объясню кое-какие нужные моменты. И мы с вами тогда увидимся. Вот, друзья. И на этой рукаве мы закончили узор. Теперь мы должны провязать манжетку. До манжетки в петлях мы сокращаем 10 петель. Вот этот узор, который делаем протяжку 3-ю петлю, здесь не добавляем накид, и с этим у нас сокращается 1 петля. 2 изнаночные. Начинается средний узор. Начало вот эту лицевую петлю провяжем вместе с этой следующей изнаночной петлей. И здесь тоже мы сократили 1 петлю. Вот таким образом на каждом узоре, когда сокращаем по 1 петле, у нас всего будет сокращаться 10 петель. Потом мы начнем вязать манжетку.